Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о инверторе DI Sun 8K. Это очень интересный инвертор мощностью 8 киловатт. Помимо всего прочего, к нему можно присоединить вот такие вот аккумуляторы. Здесь мы установили два блока аккумуляторов по 4,8 киловатт. На аккумуляторах мы можем увидеть, что емкость 100 ампер-часов, напряжение 48 вольт, ток заряда 50 ампер и в пике может достигать до 100 ампер. При установке данных аккумуляторов обращайте внимание, что ток проводов, которыми подключен сам аккумулятор, то есть провода, вернее, сами должны выдерживать тот ток, который мы можем пропустить от этих аккумуляторов. Ну, естественно, в настройках самого инвертора уже выбираете тот ток, который будет использоваться в качестве зарядного или разрядного этих аккумуляторов, и не превышаем номинал. Сами аккумуляторы подключаются по шине CAN, соответственно, и управляются с одного блока BMS. Мы выбрали эти аккумуляторы по нескольким причинам. Первая причина – это, естественно, экономическая. Стоимость этих аккумуляторов значительно ниже, чем высоковольтных собратьев. И вторая причина – очень просто добавить дополнительные аккумуляторы. При установке аккумуляторов дополнительно выполнена система заземления. Сами аккумуляторы заземлены, заземлен инвертор. И помимо всего этого еще выполнен так называемый заземлитель, повторное заземление, которое было выполнено в самом подвале. Данный инвертор, еще раз повторюсь, здесь представлен под маркой DI. Также существует на рынке под другими марками. Но производитель, я так понимаю, OEM-производитель один и тот же. И по параметрам они, в принципе, все одинаковые. Батарею, которую можно подключить, еще раз повторюсь, 48 вольт. Максимальный зарядный ток 190 ампер. И мощность подключения солнечных панелей здесь может достигать до 10 киловатт 400. Помимо всего этого, напряжение всех блоков солнечных батарей может достигать 500 вольт. В данном проекте мы использовали современные солнечные панели мощностью 550 Вт. Ряд отличий, которые имеют от более старых моделей. В этих панелях ячейка 182 на 182. Помимо этого, моноцилиндрическая технология используется в этих ячейках. Это более эффективное преобразование происходит солнечной энергии в электричество по сравнению с полицилиндрическими или аморфными кремниевыми ячейками. Помимо всего этого, благодаря тому, что более крупная ячейка и более высокая эффективность, это означает, что солнечные панели будут генерировать больше энергии на единицу площади именно при низком освещении, при облачности и так далее. И важно отметить, что технология развивается, и в ближайшее время, естественно, мы будем видеть только развитие и улучшение качества и КПД самих вот этих солнечных панелей. Но по этой панели могу сказать, что помимо мощности, то, что я назвал 550 Вт, напряжение 49,8 вольт, ток 13,9. Монтаж под несущей системы солнечных панелей выполнен из оцинкованного металлического профиля. Монтаж сам системы, угол наклона и все остальное выбрано, естественно, по проекту, необходимый именно для данной местности и для данного проекта. Подключение солнечных панелей осуществляется к этому инвертору на два МППТ-трекера. Каждый ввод рассчитан на 26 ампер. И максимальная пиковая PV ISC, то есть пиковый ток, может достигать до 44 ампер. Мощность этого инвертора, еще раз повторюсь, 8 киловатт. Выходное напряжение, он однофазный, 230 вольт. И ток максимальный переменной 40 ампер. Соответственно, автомат выбираем из расчета этих параметров. Ну и архитектура самого инвертора позволяет нам подключать к инвертору ряд оборудования. Сами солнечные панели по двум трекерам, то, что я уже сказал. Отдельный ввод на батареи. И на мониторе можно видеть, соответственно, и выработку, то, что вырабатывает наша плантация, заряд батареи, работает ли сейчас от сети или нет, и сколько сейчас потребляет сам дом. Все эти параметры также можно в Advanced меню все рассмотреть.
Этот гибридный инвертор, естественно, можно использовать в том числе как инвертор-грид, то есть он подключается напрямую к сети, может отдавать энергию, выработанную солнечными панелями. Ну, 2 МППТ я уже вам сказал, также подключается батарея и есть Wi-Fi, вот этот адаптер, по которому можно мониторить выработку, передавать его в любую точку мира и наблюдать. Помимо этого еще включается трансформатор тока для регулировки отдачи в сеть, либо ограничения отдачи в сеть и различные дополнительные опции этого инвертора. Заходим в меню настройки. Ну, во-первых, на самом табло мы видим, сколько вырабатывает панель. В данный момент 2,9 киловатта. Мы можем по каждому вводу МППТ видеть напряжение, ток и мощность, сколько вырабатывает. Также снизу видно количество киловатт-часов и общее количество, сколько выработала уже система энергии. Данная установка еще не производит продажу в сеть, и, соответственно, то, что мы видим здесь, выработку энергии солнечных панелей, это та энергия, которую солнечные панели ограничивает сам инвертор, вырабатывает только необходимую энергию, сколько нужно для самого электроснабжения дома. После легализации, естественно, тариф, вернее, отдача будет включена в сеть, и инвертор выйдет на максимальную мощность. Здесь у нас установлено 17 панелей 550 Вт, и выработка у нас, естественно, пиковая мощность у нас составляет 9350 киловатт. Нажимаем на иконку с самой опорой электропередач, так называемой сети. Здесь мы видим, сколько мы покупаем энергии, какая частота, какой ток, напряжение. Здесь видно, что мы 3 киловатта сейчас вырабатывает со знаком минуса. Также можно видеть, сколько произвелось, сколько мы купили, сколько продали ежедневно и общее количество энергии. Само грид-меню полезно в том числе, когда вы анализируете, сколько установка купила и сколько продала энергии. И в данном случае у нас cell установлена 0 киловатт, инвертор задавливает мощность, не разрешает продажу. И после того, как пройдет легализация, как я уже говорил, энергия будет продаваться в сеть, и мы будем контролировать, сколько инвертор выработал в сеть. Переходим в меню батареи. Здесь мы видим, что батарея у нас установлена 48 вольт Pylon-Tech. Сейчас у нас происходит разряд. Сок 100%. Сок — это параметр State of Charge. Указывает, сколько заряда сейчас в аккумуляторе. Напряжение 53 вольта. И ток у нас порядка 1 ампера. Температура 31 градус. Здесь датчик температуры находится в самих аккумуляторах. И поэтому выносной датчик к инвертору подключать нет необходимости. Все находится в этих аккумуляторах. Переходим в меню «Дом». Здесь мы видим, сколько дом потребляет мгновенно, напряжение сети, сколько потребил сегодня и общее потребление энергии в киловатт-часах. Заходим в меню Advanced настройки. Ну, или заходим сначала в меню настроек. Здесь мы можем установить мощность нашей системы, также выставить Zero Export, это у нас с помощью трансформатора тока, либо трансформаторов тока, которые находятся в самом инверторе при различных схемах подключения. Также можем выставить продажу Solar Cell, это продажа энергии, можно и разрешаем или не разрешаем, максимальную энергию. Также в этом меню можно позволяет выставить гибридному инвертору продавать избыток энергии, либо решать, какая нагрузка будет первая, сначала поступать в сеть, заряжать аккумулятор, а потом избыточная энергия будет поступать в сеть. То есть приоритет источника питания для нагрузки следующий. Мы выставляем сначала солнечные панели работают на нагрузку, потом заряжают аккумуляторы и следующим этапом будут отдавать в сеть энергосистемы. Нажав галочку «Продажа сети», мы видим, что у нас пошла продажа. Вот 2,3 киловатта, но это мы сделали временно только для демонстрации. Возвращаемся снова к панели самого инвертора. Здесь мы видим, что в момент продажи, сейчас у нас пасмурный день, мы видим, что система солнечных панелей вырабатывает 5 киловатт, 2,5 уходит в дом, почти 3 киловатта мы продаем. Батарея у нас заряжена. Если бы у нас сейчас в данный момент батарея была разряжена, естественно, энергия солнечных панелей, она бы шла сейчас на зарядку аккумуляторов, которую мы выставляем ограничением. Здесь мы выставили порядка 80, по-моему, ампер.
И, соответственно, после зарядки аккумулятора переходилась бы отдача в сеть. Убираем отдачу в сеть, снимаем вот эти вот чекбоксы, подтверждаем, возвращаемся. И все, у нас отдача сейчас не происходит, продажи нет. Max Cell Power, здесь выставляем параметр, сейчас мы выставили 8 киловатт. Этот параметр мы выставляем максимальную мощность, на которую у вас подписан контракт отдачи в сеть. То есть некоторые энергетические компании ограничивают, если у вас там инвертор не 8 киловаттный, а допустим 2 по 8, соответственно вы больше той энергии, на которой у вас зарегистрирован контракт, вы не можете отдавать в сеть. То есть это идет нарушение. И по этой причине на инверторе, естественно, есть такая опция, чтобы уменьшить продажу, уменьшить количество продажи энергии. И таким образом все это дело настраивается, чтобы потом не оплачивать за ту энергию, которую вы не имели права юридически продавать. Вот, в принципе, вот такое вот меню. Переходим к следующему. Следующим этапом здесь можно выбрать приоритет выработанной энергии. Сначала идет на батарее, либо идет сначала на нагрузку. Я рекомендую устанавливать Load First. То есть солнечная энергия всю энергию сначала пускает на затраты самого дома, съедает все пики и так далее. И когда у нас высвобождается энергия, когда в доме какая-то нагрузка отключается, мы, соответственно, переключаем, инвертор переключает зарядку батареи. Этого, в принципе, достаточно. Некоторые хотят, если день короткий и нагрузки большие, то есть сначала зарядить батарею и оставить энергию на ночь. То есть тогда мы чекбокс ставим батарея first. Следующий параметр Grid Peak Shaving. Здесь выставлено 8 киловатт. Это ту энергию, которую в пике мы можем брать из сети в случае нагрузок. Переходим в следующее меню. Листаем вниз. Здесь мы видим работу самого инвертора на зарядку аккумулятора. Здесь Time of Use. Мы выставляем время, в какое время ночью можно будет разрешить инвертору зарядить аккумулятор. Этот параметр я предлагаю все-таки оставить. Многие его убирают или, наоборот, выставляют полностью. Я оставляю в ночное время 40% батареи для того, чтобы в случае, если вдруг несколько подряд дней не хватало энергии для заряда 100% батареи, то чтобы не было огромного аккумулятор, чтобы не проседал, мы выставляем даем возможность какое-то время зарядить аккумулятор хотя бы до 40%. Мы выставляем здесь с 3 утра до 5. Мощность, соответственно, полная, которую мы по контракту используем. Инвертор сам все настроит, даже выставим там с 4 до 5. Вот 1 час мы разрешаем инвертору зарядить батареи до 40%. Это, в принципе, достаточно, чтобы до восхода солнца, чтобы батарея отдала там свои 10% на питание каких-то нагрузок, когда семья просыпается, дом начинает пробуждаться. И после этого, после этих манипуляций, все это дело, конечно, подтверждаем, сохраняем. И в меню у нас вот сохраняется. С 4 до 6 утра мы выставили, у нас аккумулятор будет заряжаться до 40%. Это от сети. В принципе, на летнее время здесь в Испании можно этот параметр выключить. Переходим к следующему параметру. Здесь мы видим, что у нас установлен литиевый аккумулятор. Не забывайте поставить галочку «Активировать батареи». И выставляем мощность, которая у нас написана была на самих аккумуляторах. Так как у нас аккумуляторы 100 ампер-часов, каждый аккумулятор мы выставляем 200, потому что у нас их 2. И максимальный ток заряда и разряда, чтобы соответствовал нашим проводам, к которым подключен инвертор, у нас это 80 ампер. И в меню, соответственно, здесь мы выставляем и также галочкой подтверждаем. Естественно, и заряд, и разряд, ток мы выставляем одинаковый. По умолчанию стоит здесь 190 ампер, но мы оставляем тот. Здесь мы видим, что БМС у нас включает работу аккумуляторов с 30%, и ток у нас будет 40 ампер. И ниже чекбокса это все сигналы, можно их, в принципе, отключить. А кому нравится, могут оставить. Мы это все убираем, чтобы он не волновал владельца.
Далее переходим в Grid Setting. Это настройка сети. Здесь мы видим, можем выставить там 50 Гц либо 60 Гц, однофазный ввод, 120-240 вольт или 120-208. Соответственно, выставляем, мы находимся в Европе, выставляем 230 вольт, 50 Гц, подтверждаем. И снова заходим сюда, листаем вниз. Здесь мы видим те параметры, те вилки, которые можем настраивать. Это и частота, и напряжение, максимальное напряжение, минимальное. Сколько, ну, в принципе, все параметры меняются, но я рекомендую не превышать тех стандартных, которые вот сейчас установлены на данном инверторе. Заходим в базовые настройки. Здесь мы выставляем, чтобы время синхронизировалось с сервером. Также убираем чекбокс с бипа, чтобы он не пищал. Оставляем автодим, это затемнение самого экрана. Выставляем дату, время. Переходим в продвинутые функции. Ну, здесь, в принципе, особо ничего менять не нужно. Если у вас есть бэкап, можно выставить время, через которое он будет возвращаться в режим бэкапа, если вы настроили это. Листаем дальше. Здесь мы видим напряжение, соответственно, ну и все параметры и сети, и токи. Здесь все тоже настраивается, но это нам, в принципе, не особо. Здесь меню баса. Видим, здесь можно настроить также параллельную работу инвертора. В данный момент он работает в режиме мастер. И очень интересный вот порт. Здесь различные системы. Помимо подключения дополнительных генераторов, можно установить этот ввод в самом инверторе на смарт-нагрузку, которая будет подключаться, ну, это такая и питаться от аккумулятора, либо подключить микроинвертор, который будет дополнять этот инвертор еще дополнительной энергией. То есть очень интересные функции. Инвертор очень интересный. И после всего можем проверить снова систему, проверить информацию. И мы же видим прекрасно, что система у нас настроена. Помимо всего, есть приложение с SolarMan Smart или Business. Мы используем SolarMan Business как установщики, а пользователь не может зайти в бизнес. Пользователь настраивает себе приложение Solar Smart. С приложения видим все эти же параметры. Единственный минус этих инверторов, что мы не можем включать сеть удаленно. То есть после легализации все равно придется приехать и с меню инвертора включить. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. А также продолжайте смотреть наши интересные видео. Всем добра и позитива, удачи, пока!